Раскрыты подробности гибели байкерши Мото Тани в Турции. Стали известны детали ДТП, в результате которого погибла известная российская блогер-мотоциклистка Татьяна Азолина. Как оказалось, аварию спровоцировал турецкий байкер. Татьяна Азолина, известная как Мото Таня, погибла по вине турецкого блогера-байкера Анура Абута. Он врезался в ее мотоцикл сзади, и транспортное средство россиянки отлетело в отбойник. Девушка ударилась головой и погибла на месте ДТП. Турецкий мотоциклист был госпитализирован, но ненадолго. Изначально появилась информация о том, что Татьяна Азолина, фигурировавшая в сети как самая красивая байкерша, врезалась в фуру. Турецкий байкер ехал следом на большой скорости и не успел затормозить. Известно, что блогер уехала в Турцию на мотоцикле вместе с подписчиком. За несколько часов до трагедии в ее профиле появилась фотография с турецким чаем на фоне города Измира. Известно, что у россиянки есть сын и ему 13 лет. А теперь настоящие подробности. Участник поездки и свидетель аварии Сергей сразу же с места ДТП написал свои показания в полиции, которые после не менял. Прилагаем фото документов его показаний в полиции. Показания на турецком языке, так как их помогал составлять переводчик, предоставленный полиции Сергею. В видео он рассказывает о случившемся. По показаниям ясно, что блогер Онур двигался позади Тани, резко начал торможение и привел мотоцикл в положение стоя на переднем колесе и врезался в этом положении в хвост мотоцикла Тани, чему соответствуют характерные повреждения мотоциклов. Целое колесо мотоцикла Онура, оторванная приборная панель и смятый бак. В документе показаний Сергея грузовик не упоминается. Следов алкоголя у Тани и Сергея не обнаружено. Таня не выставляла после аварии и точно не ходила. Она лежала без сознания. Наличие камер Онура и Татьяны подтверждено сторис на странице Онура. Заправки за несколько километров до аварии. Но камеры нигде не упоминаются. И камера Татьяны не отдана близким, хотя остальные личные вещи отдали. Также с нами на связь вышло еще несколько свидетелей аварии, утверждающих, что камера Тани была на месте аварии и была включена. Велась запись видео. Где камера сейчас? Была ли передана полиции запись с камеры? Мы не знаем, говорят родственники Татьяны, так как с нашей стороны нет адвокатов следствия. Мотоцикл также должен был остаться у полиции еще минимум дней на 10 для экспертизы. Со слов полиции, но затем сразу же позвонили и сказали, что мотоцикл можно забирать. Была ли проведена экспертиза всего за один день, мы не знаем. Некоторые показания и утверждения свидетелей мы пока не можем распространять для защиты свидетелей. Мы не хотим навредить следствию, говорят родственники Татьяны. В СМИ Турции и России огромное количество лжи. Турецкие СМИ пока играют на руку Онуру и переворачивают факты. Алкоголь, наезд Тани на Онура, фура, отсутствие камеры – все это ложь. А мы продолжаем следить за ситуацией. Несколько дней назад в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве родные и соратники простились с блогером Татьяной Азолиной, известной всему байкерскому миру под псевдонимом Мото Таня. Церемония прощания началась в 11 часов 5 минут, но задолго до этого времени к кладбищу стали стягиваться желающие проститься. За полчаса до начала собрались около 300 человек. Всех одновременно траурный зал вместить не мог. На церемонии присутствовала семья Татьяны, в том числе родители и ее 13-летний сын. Значительную часть участников церемонии составляли байкеры. Многих из них Татьяна Азолина вдохновляла, для кого-то была наставником. Причем далеко не все знали Мото Таню лично. Но тысячи людей постоянно следили за ее блогом, поэтому воспринимали Татьяну как близкого друга.